такое произведение искусств. Не читал, не знаю, что это за труба. Барселона, порт. Вот там вот вдалеке стоят кораблики большие. Здесь порт мелкий. Вон отсюда видно колонну наверху, где обзорная площадка. Вон там даже люди. Сейчас суббота, утро. Сейчас 10:09. Из 29. Нормальные люди сейчас спят в субботу. Они нормальные, ходят по городу. Сегодня вроде как немножечко похолодает. И будет не 32, а 28. А завтра обещают дождик. Вот такой вот вход в Барселону для пришедших на кораблике. Идем пешком в нашу гостиницу. Заселяться, наверное, нас еще не пустят, но мы оставим вещи и пойдем потом погулять. Сейчас выйдем на улочку, там вправо должен быть обзор интересный. Вот, раз. И цивилизация, черт возьми. И можно сказать, достопримечательности. Можно сказать, мы вступили на тропу исследования Барселоны. У нас тут 2 дня. Надеюсь, что нам хватит это. Это муниципальный дворик, жилые дома. Вот это отель. Отель, современный отель. Вот надо. Выходим на улицу. Вот садик Мария Матильда Лондес. Помните, актриса. Вот такая улочка. Вот отель. Соседний домик почти Гауди. Ну и соседний домик, глянь. Какие балкончики. Не обратили внимания. Я тебе про него говорила, что ну, он да. там. Ага. Суббота, 10 часов утра. Сейчас же 10, да? Полдесятого. Большая широкая улица. Проспект, я бы сказал, вообще. Проспект, я нам налево. Все зеленые. Сейчас жарко. Листики падают, можно увидеть дофига всех. Станция метро прямо здесь. Станция метро прямо рядом гостиница. По центру вдоль домиков. Ну, вот так.
Видите, зеленый домик. А сверху современная пристройка. А рядом вот этот узенький, это тоже домик. А потом следующий домик, а потом большой домик. А вот там домик с двумя башенками. А тут домик с флажочком. Но балкончики прелесть, конечно. Балкончики, конечно, прелесть. Тут дядечка, тоже достопримечательность. Кондеи стоят на балкончиках. Народ только просыпается. Город просыпается. Все большие площади сделаны таким образом, что они не с прямыми углами, а вот с такими скошенными. На это, кстати, многие туристы жалуются, что на больших площадях переход вот здесь нормально. Ну нет, тоже ненормальный. Вот пешеходный переход отодвинут от проезжей части. Здесь еще немного. А мы когда шли, там прям вот он сбоку от площади. Когда чем площадь больше, чем перекресток шире, тем больше сдвинут перекресток. Pero de todas maneras, que tengo, pero no sé Ни одного похожего дома, нету никакой типовой застройки, каждый лепит, что хочет. А вот здесь вообще мансарда какая-то прилеплена, то ли потом, то ли изначально. Флаги Каталонии на домах. Очень они гордятся, что они каталонцы. Они не испанцы, они каталонцы. Вот там вот наверху домик с зеленой крышей на последнем этаже. И все этажи закрываются. Вон впереди тоже такой красивый домишко. Не, реально красиво. Смотри, какие балконы закрыты. Видишь, ты опустил эти шторки. У тебя ни солнца, ничего, практически еще одна комната получилась. И ничего застеклять не надо. А наверху крюк для подъема грузов через балкон. Помнишь, как в восточных? Мы шли к небольшому фонтанчику. По дороге было много интересного. И вот он, небольшой фонтанчик, который, кстати, закрыт на реставрацию. Вот такая площадь. Пойдем. Там какой-то то ли базар, то ли еще что-то стоят. Чем-то неуловимо напоминает ВДНХ. Какие-то павильоны, колонны. А пошли быстренько. Зеленый горит, значит идем. Какие-то башенки, то ли новодел, то ли старенькие. Там какие-то разваленные. Фонтанчик у них даже подхода-то нет. Подземный, похоже. Нет, здесь только метро. Пошли посмотрим на башенки, и что там такое происходит.
здесь проходит официальный велосипедный забег La Vuelta 2023. То ли старт, то ли финиш. Поэтому всякие исторические, понимаешь, места для туристов загорожены. Это каталонский музей. Музей Каталония. Это фонтан Монджуик, который не работает, потому что типа жарко. Чтобы вы понимали, дождик идет. Наконец-то идет дождик. И хорошо. Вот там осталась площадь Испании. Две колонны. Торговый центр. Это Конгресс Барселоны. Здесь проходит сегодня велозабег La Vuelta 2023. Кругом куча исторических зданий, музеев. Там вот башенка торчит, такая типичная испанская. Вот там вот вдалеке. Это у нас фонтан, нынче не работающий, потому что воду экономит, хотя идет дождик. Ну, как идет, такой покапывает. А наверху музей Каталонии. Музей национального искусства Каталонии. Очень красивое оформление. Конечно, когда фонтан работает Леджуит, это еще более впечатляюще. Ну и так, в принципе, очень даже все симпотно. Туристов не очень много. Сейчас рано. Мы рано попали в Барселону. Сейчас поднимемся наверх, посмотрим оттуда на город, все, что можно видеть. Вот башенки исторические, вот там вот. Есть пешеходные дорожки вправо-влево. Сейчас посмотримся. Вот. Барселона, суббота. Еще мало народа. Утро. Но красиво. Вот, поднялся. Ну, наконец-то. Ну, высоко-высоко. Спорт, здоровье. Вот еще выше. Музыка живая.
abandone de criar, de curicuri, curicú, de curicuri, curicú. И снова площадь Испании. Это фонтан не работающий. Там мой джик не работающий. Здесь готовится к велопробегу, из-за которого мы сегодня попали. Нет сегодня автобусика экскурсионного по городу из-за велопробега. Закрыли, хопов-хопон. Ха-ха-ха. Ну, пойдем в ту сторону. Саграда Фамилия. Терраса продолжается. Ха-ха-ха. В соседнем домике тоже кто-то сидит. Прикольно. То есть так посмотреть на соседние дома. Практически на каждом доме сверху, на верхних этажах зелень. Люди сидят. Хотя если сушится, слышно Саграда. Бум-бурум-бум. Вот так, кстати, там наша гостиница, тоже такой бассейн мы снимем. Здесь какие-то трубы. Крайне неинтересно. Вот тоже верхний этаж. Люди сидят. Бассейн небольшой. Маленький отельчик. Здесь технические помещения соседнего здания, причем с краном. Ого. Запах непередаваемый жареных каких-то острых фиговин с макаронами. А с той башни, наверное, еще лучше видно. Allianz Insurance. Похоже, какое-то муниципальное здание, стоят муниципальные машинки. Там типа вода должна течь, но из-за того, что засуха, вода так себе течет. Парк небольшой. Тоже травки нет вообще. А вот там здание все покрыто солнечными батареями. На самообеспечение, я так понимаю. Ах. Через 7 дней нашего путешествия и жары 30 градусов мы стоим под проливным дождем. Тот день, когда мы должны были осваивать наш город. Жена в полном шоке. Мы оделись наконец-то. У нас не сандалики, у нас не шортики, не футболочки. Да, но есть чем дышать, согласен. Это опять площадь Каталонии. Мы были здесь вчера вечером. Очень красивое место. Сейчас будем продолжать наше journey, наше путешествие дальше к домам Гаудини.
идет дождик, поэтому не очень хорошо видно. Одно из творений Гауди. Со всех сторон снимем. В этот раз внутрь мы не пойдем. Немножко дороговато для бедных россиян. Да вообще дорого. Россияне здесь ни при чем. Реально очень дорогая экскурсия. Там, конечно, есть что посмотреть. В каждом из домов Гауди есть что посмотреть. Вот такая надпись напротив. Тоже прикольно. Вот центральный вход. Тут ресторан на первом этаже. Gastronomy under Gaudi ceiling. Де Грация называется. Проспект Грации. Дом Бальо. Балло. Пойдем вперед немножко. Дом глазастик. Хотя мы смотрели, его называют дом с черепами. Вот эти балкончики. Да, дождик, конечно, зато не душно. А красиво, обалдеть. Ох, ветерочек-то поднялся. Вот красота.
Какой парк? Сюда, говорит. Жардин Слата Марита. Чудище вблизи. Чудо, чудище. Одно и то же. Пойдем стоять в очереди. Билетики мы заранее не приобретали. Саграда с другой стороны. К сожалению, ее невозможно снять без кранов и лесов, потому что краны и леса здесь последние 100 лет постоянно. Видно по цвету, соответственно, оригинальное строение, то, что пристраивалось. Но посередине явно более темное, даже нижние, не знаю, маленькие вот эти приступочки, вот они другого цвета крайние. Там 3 крайних другого цвета, здесь 1. И там вот другого цвета более высокая колонна фруктовая. Выглядит, конечно, офигенно. Тут надо вглядываться в детали, прямо рассматривать. Если увеличить видео, то это все видно. Вот вечером попадем сегодня внутрь. Мы в Барселоне. Храм называется Саграда Фамилия. Храм
Святого Семейства. Гауди строил его сколько мог, 43 года, но он еще не достроен. Есть только 11 башен, всего их будет 18. Тут все не просто так. Каждая из колонн представляет собой как дерево с разветвлениями, с поддержкой. Архитектурно тут все вымерено, выстроено. И расстояние друг от друга колонн также имеет свое определенное значение. Очень красиво. Мы в интернете нашли, когда покупали билеты, аудиогид. И там настолько все подробно. Почему именно такой метраж, почему такая высота. И, то есть высота самой высокой башни, там 172 метра, она не просто так 172, а чтобы она не была выше горы, которая здесь находится. Потому что природа прежде всего. Вот здесь в будущем, когда достроят, будет главный вход. Вот с этой стороны тоже предел. Все символично. Все не просто так. Здесь колонны из известняка мягкого материала. Здесь из базальта, гранита. Те, которые более темный серый гранит, это базальт. А там, вот не помню, что название, 4 несущих колонны, которые сверху вот с таким вот основанием. Это какой-то суперпрочный материал. Вот здесь вот подъем наверх, туда на хоры. Много витражей кругом.
много фонарей продуманных. Безусловно, сюда современные строители, те, кто брал на себя такую ответственность продолжать достраивать собор по эскизам и чертежам Гауди, приносили что-то новое, но в этом основная задача. Они не должны ни в коем случае были отклоняться от основного проекта, от того, что до нас дошло. Поэтому, собственно, можем говорить, что именно так Гауди себе представлял. Вот здесь на витражах что-то написано, честно скажу, Константинополь, Назарет, святые города, не могу сказать, но интересно. Люян. Вот, в общем, нравится, очень нравится. В храме дышится легко. Нет вот этой гнетущей атмосферы, которая бывает иногда в таких вот больших помпезных храмах. Несмотря на то, что он огромный, просто огромный, вот, не чувствуется его объем. Очень много людей сюда может, в принципе, поместиться. Очень нам нравится. Рекомендую. Мы все еще в Саграда Фамилия, прослушали путеводитель. Ну, к такому посещению надо готовиться, потому что не потому, что это как бы там неожиданно, там страшно или еще что-то. Здесь кругом, с одной стороны, простота и доступность, с другой стороны, символизм во всем. Почему и как колонны сделаны из разного материала, что все означает, какие везде надписи, как сделаны все необходимые подсветки, как технически все это держится. И все при этом, все им продумано, ну, так как он это воспринимал единение с природой. И ну, буквально каждая деталь имеет какое-то значение. Ну, для Гауди, понятно, как бы. Очень хорошее впечатление. То есть понятно, что Гауди был христианином до мозга костей, и понятно, что здесь, конечно же, чувствуется дух христианства, опять-таки таким, как воспринимал себе его Гауди. И при этом крайне странно, что храм освящен папой, признан, то есть канонически, ну, как бы признан, что он христианский, несмотря на то, что он недостроен. Он совершенно не соблюдает никаких канонов христианского строительства. Все библейские истории, все истории о святом семействе, о том, что произошло с Иисусом, расположены на фасаде здания, они внутри. Здесь нет икон. Здесь очень много изображений простых людей, из которых он писал, делал все статуи, фигуры снаружи. Здесь вот мы стоим, как бы путеводитель нам тут рассказывает, что мы в лесу, и ну реально ты смотришь, что эти колонны как деревья, они поддерживают своды. Да, я говорил про разные цветы. На потолке цветы какие-то, все вот эти витражи, они разноцветные. И опять-таки это не просто кусочки стекла, они все символические, они что-то для Гауди значили, он где-то что-то там рассказывал, показывал. Он продумал так освещенность, что храм все время в свету или высвечиваются какие-то места, которые нужны. А вот это изображение Иисуса под дакином, вот этим, под зонтом, ну, просто нетрадиционно, просто вау. И вот эти колонны вот наверху,
имена евангелистов с их изображением, их символами. Ну, огромный храм. Это причем он не весь еще открыт. То есть за каждой стеной есть еще какие-то пределы. Справа, слева башни. Вот видно лестницы, по ним можно подняться. Сейчас, к сожалению, уже все закрыто. И подъем туда невозможен. Наверху можно видеть места для посетителей. То есть там вот люди сидят. Люди сидят здесь, молятся на фигуру Иисуса, как положено, на алтарь существует. Но все совершенно нетрадиционное. Алтарь не помпезный, там нету иконостаса, там нету обрамления, нет ничего. И главные ворота должны будут распахнуться вот здесь, когда храм будет достроен. Здесь, собственно, «Отче наш» написан на испанском или на каталонском, наверное, на испанском. И вот когда храм будет достроен, этот портал распахнется, и отсюда будет главный вход в храм. То есть вот сюда. Вот такой храм, орган, все как положено. Но можно видеть, что храм не симметричный. Правые и левые части симметричны только непосредственно посередине храма. Хотя вот вход с Девой Марией, со святым Иосифом, они друг напротив друга, а остальные какие-то вещи, они... Тут у нас лифт современный, ну как современный, еще при Гауди задуманный и спроектированный. Здесь лестница и лифт с этой стороны. Много помещений за этими стенами, как я уже говорил. Как я говорил, вся библейская история у Гауди снаружи. Вот здесь полностью история его рождения, его хождение в Иерусалим, распятие. Вот тут вот у нас Иуда его целует, вот здесь его оплакивают, здесь его последователи, здесь он несет крест на Голгофу, и посередине вот он распят. Все крайне символично и при этом понятно и доступно.